Прошел уже целый месяц со дня трагической смерти сотрудника военкомата Арсения Кольцова, который погиб по вине известного певца Леонида Агутина. За последние 30 дней Леонид Николаевич делал все возможное, чтобы избежать тюремного наказания, проходил психиатрическую экспертизу, сбежал в Израиль и даже поссорился со своей супругой Анжеликой Варум. Как последняя надежда, Леонид Агутин явился домой к жене погибшего охранника и предложил ей всевозможные материальные блага. Однако разговора не получилось. Несчастная женщина отвергла подарки Агутина, влепила артисту звонкую затрещину и спустила его с лестницы. По данным крупного телеграм-канала, Агутин решил серьезно раскошелиться и сделал вдове заманчивое предложение. Двухкомнатная квартира в Москве в элитном доме на Лубянке, автомобиль Mercedes-Benz последней модели и крупная сумма в иностранной валюте. Однако 30-летняя женщина Ольга Николаевна Кольцова, работающая медсестрой в военном госпитале, решила не менять память о муже на подачке Леонида Агутина. Общественность считает, что женщине все же стоило принять подарки Леонида Агутина, так как, работая в двух местах, она получает всего лишь 30 тысяч рублей. У Ольги Николаевны осталось 3 детей, и заработная плата крайне мала для поддержания семьи. Вдова Арсения Кольцова заявила, что не пойдет ни на какие контакты с Леонидом Агутиным, так как взамен на свои подарки он требует личную свободу. «Я своих детей люблю и надеюсь, они вырастут достойными людьми. Арсению назначили вечную пенсию от военного комиссариата, а мне платят 30% премии за дополнительные работы. Раньше я очень любила Леонида Агутина и Анжелику Варум и даже ходила на их концерты, но после трагедии в семье эти люди мне противны», прокомментировала свое решение отважная женщина. Скандальное дело о смерти охранника военкомата набирает обороты. В нем замешаны Леонид Агутин, Анжелика Варум и брат Анжелики, работник силовых структур. Окончательная мера пресечения для артиста еще не принята. Напомним, что месяц назад Леонид Николаевич во время добровольной мобилизации в военкомате неожиданно изменил свое решение, ранил охранника и сбежал с военного комиссариата, выпрыгнув через окно.